Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а меня разработчики удивили еще больше. Кажется, знаете, вот уже дно невозможно пробить, но разработчики смогли и пробили еще сильнее дно. Поэтому сейчас мы разберемся, что же они такого вот сделали, и я надеюсь, что у меня получится с первого раза вам показать, что же они конкретно сделали. И я хочу поблагодарить своих подписчиков за то, что в телеграм-канале сообщили мне об этой новости. Ну, а ребят, сейчас присаживайтесь все поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам дня. Не забудьте поддержать меня своим лайком и комментарием, а кто не подписан, то подписаться. Ну а у кого есть возможность, то оформите спонсорскую программу. Если что, то в комментариях закреплена ссылка на телеграм-канал и как оформить, соответственно, спонсорскую программу. Она очень дешевая, поэтому кто может, приветствую и огромнейшее вам спасибо за такую поддержку. Мне очень приятно, когда у меня очень много спонсоров. Вот. Что же, конечно, что же конкретно поменяли такого разработчики от того, что я вот, ну, кринжанул? Ребят, на самом деле все просто. Помните песчаную гиду? Вот теперь я могу сказать так. Тут есть две реликвии, которые мне подходят. Но теперь песчаная эгида. У нее скилл не массовый, а в одну цель. Но эффект будет массовый. То есть, по сути, это ШД, но только со своим приколом. И сегодня, я надеюсь, у меня получится вам показать сборочку очень скилловую, можно даже так назвать. Или, блин, даже, ну, мне на самом деле язык не поворачивается назвать это скилловой сборкой, потому что это максимально сломанная теперь сборка. И это тупо. Это тупо. Я не знаю, зачем разработчики так сделали. У меня даже идеи нету, зачем они так сделали. Сразу говорю, я сейчас искал предметы на магический урон, и, соответственно, ну, если получится, то предметы на ману, потому что мне нужны предметы на урон магический для моей гиды. Вот, и в текущем билде как я буду играть? Я буду играть через богов, плюс полуорков, керри, песчаная эгида, и, соответственно, мне в этом поможет ШД в 3 звезды и Гримтач в 3 звезды. Это самая сломанная сборка сейчас будет. ШД мы все прекрасно знаем, почему он сломан, потому что он стакается с Гримтач. Ух ты, чё, ничего себе, чё, это будет идеальный старт у нас сегодня или чё? Как это понимать-то, а? Ничего себе. Но тут грех взять нейроконцы. Грех. Так вот, а может панду продать и поставить 2 резаков? О, там уже пандочка приносит молодым горячим, но у него 2 кливера. Так вот, теперь, когда песчаная эгида кастует свою косу, эта коса кастуется, соответственно, на чернила Гримтача, и все, кто были под чернилами, на всех полетит эта коса. Но мало ли того, они сделали так, что еще магическая призма теперь будет работать и на косу. То есть у вас летит не одна коса, а 2 косы. А теперь представьте момент, что у вас одна коса полетела под скилл Гримтача, и вторая коса полетела под скилл Гримтача. Сильно? Ну, как бы, да. Блин, 2 трента пришло. Мне хочется, на самом деле, их оставить. Это такой, знаете, жирнющий танк, который может мне вот прям хорошенько помочь. Панду решил убрать, если что, потому что, ну, его баню, эту панду. Понял. Там кто-то с клеверами достает панду, а кто-то без клеверов. У кого-то пандапат, а у кого-то не пандапат. Так вот, я еще сделаю себе синергию полуорков. Я надеюсь, конечно, у меня получится полностью реализовать эту сборочку. То есть со всеми идеальными предметами, которые я считаю на свой момент. То есть какие вот идеальные предметы под песчаную эгиду. Ну, магическая призма must have. Ну, тут как бы понятно, да, почему. Потому что это сломано сейчас. Прикиньте, на 2 цели летит коса. Это космические цифры там. Потом, под чернила Гримтача, короче, вы ставите Гримтача рядышком с песчаной гидой. Песчаная гида в это время накидывает свою косу под чернила и, соответственно, по 4 целям, если вы в 3 звезды Гримтача собрали, даже в 2 звезды его достаточно будет, чтобы получить этот космический импакт. Потому что, ну, 3 косы по 3 целям. Тут магическая призма по 2 целям космический урон. Так у тебя еще под Гримтачем будет по 3, по 4 целям. Я вот планирую, если, конечно, все придет как надо. Я тут, кстати, немножко, если что, затупил. Тут есть в игре Жезлкиры, и я взял уровень. Но я взял уровень, чтобы чисто, ну, может быть, получится у меня все-таки в хороший винстрик выйти. Кто знает. Вот. Так вернемся к тому, что мало ли того, что в чернила летит вот эта вот коса, так еще и есть магическая призма, которая по 2 целям накидывается. А если эта магическая призма сделает так, что коса попадет по чернилам, то у вас 2 косы полетят по чернилам, и это двойные косы
по всем фигурам, которые, соответственно, задеты с чернилами. Это много АОЕ урона без маны. А если вы поставите еще 4 полуорка, то, соответственно, 4 полуорка они будут станить, ну, даже 2 полуорка, но 4 лучше всего, потому что они всегда будут набегать, всегда будут давать стан. И вот вы поставите, соответственно, 2-4 полуорка, они набегают. Если вы думаете, что вы каким-то Рики законтрите это, то хрен там плавал, потому что вы ставите полуорков, они просто пробегают сквозь все и такие: «Хе-хе-хе, как у тебя делишки, дорогой горячий». И все, и косу тебе в табло кидают. И ты такой: спасибо. Еще и чернила, которые заранее висят. Ничего себе мне пришло. А можно теперь мне придет усиление в виде тинкера? И песчаная гида наконец-то будет идти. Я очень хочу песчаную гиду вам показать. Поэтому я горю за песчаную гиду. И топлю за нее, и буду топить. Так вот. И, соответственно, какие предметы самые топовые, на мое мнение? Если что-то, поправьте меня в комментариях. Кто может что-то может дополнить. Посох 3-го тира, магическая призма. Наследие духа огня, тоже мастхэвная тема, объясню попозже почему. БКБ, бессмертие. И дальше нужно будет от ситуации. Почему именно такие предметы? Во-первых, почти все предметы дают тут хп, причем очень много хп. А скилл эгиды скелится от своего хп и от хп противника. То есть она берет 10% от своего хп, это раз. То есть у нее есть база, урон там. Потом от своего хп она берет 10%. Это нормальные такие цифры, если все грамотно сделать. Потом все задетые цели, которые будут в этой косе, да, вот такая область. Спасибо, кстати, за усиление. Боже, я удивлен, что у меня такой огромный стол. Удивлен. Так вот, все задетые цели косой тоже будут увеличивать урон косы на 10% от их максимального хп. То есть, допустим, у вас там в радиусе этой косы есть 4 юнита, 4 героя. По всем задетым коса, то есть с 4 героев каждому по 10, эти 10% заберутся, и каждому, соответственно, несется с этой косы. Сильно? Я считаю, это гиперсильно. Раньше на Эгиде играли, потому что это, ну, ультра сильный персонаж был, который, извините меня, ну, урона нормально так вкидывал, еще и зависел от твоего хп, и это прям ты такой сидишь и думаешь: а куда я, типа, попал? Чё с уроном? Чё, как дела там? Ну, нормально разрабатывают? И вот я не знаю, зачем разрабы так сделали, зачем они сделали то, что теперь песчаные гиды накидывают свою косу под скилл Гримтача. Зачем? В чем прикол? Это слишком сломано, это неадекватно. Ну, короче. Ладно, не об этом. И вот что, соответственно, думаете вы, напишите в комментариях. Я считаю, это гипер сломано, и это нужно нерфить, чтобы на скилл Гримтача не работала коса. Вот тупо уберите вот эту хрень. Окей, оставьте магическую призму, хотя я вам скажу так, даже с магической призмой, не имея при этом Гримтача, это тоже очень сильно. Потому что, ну, там неплохая такая область у песчаной гиды. Довольно-таки неплохая. Да, контрится довольно-таки легко. Там 4 морских поставил, немножко сопротивления себе поставил, и все, и разваливаешь кабину. Но сама суть в том, что этот скилл не требует маны, кастуется с 0,1 секунды, имеет минимальное КД под 4 богами. И если все грамотно собрать, ну если повезет, да, ну не то, что грамотно, а именно то, что повезет вам по предметам с первого раза. То есть посох 3-го тира, магическая призма, наследие духа огня. Ну, кстати, по поводу наследия духа огня сейчас расскажу. Смотрите, она не настолько имбовый предмет, как, допустим, на той же Марсе смотрится. Но, если же... Кстати, если что, орков блокирую, потому что много орков, как в первом тире немного орков, но вот во втором тире много орков, поэтому я их блокирую. Целых 3 орка заблокировал по минимальной стоимости. Тоже имейте в виду, что так можно замутить будет. По минимальной стоимости, как в принципе инсеков вы блокируете, чтобы у вас минус 2 фиолки были из пула. Наследие духа огня. Это не такой уж и имбовый предмет, но когда у вас плотная эгида, она может даже после перерождения наследия духа огня кастануть 2 косы. Но это в лучшем случае, но может кастануть 2 косы. То есть она перед перерождением кастует свои косы, нормально так урона накидывает, а потом еще после перерождения она накидывает нормально так, ну, может накидать нормально. То есть это может очень часто зарешать. Очень часто. Поэтому, ребят,
О! Я на самом деле, ну вот прям рассчитывал на то, что мне упадет сейчас Жезл Кира, потому что я хотел от Жезла Кира играть, но можно было бы и от этой, скажите, играть, как ее там зовут? От сумки Пандамена можно было бы еще играть. Но я вот хотел на самом деле поиграть от этого. От Жезла Кира, потому что у меня есть тут как бы приоритет, то, что я хочу собирать. Я вот, кстати, сейчас немножко теряюсь из-за того, что мне вот в действительности нужно сейчас приоритет выбрать. Типа мне и Марс нужен, и не нужен. И Энча, кстати, мне нужна в 3 звезды. Поэтому если мне будет хорошо Энча идти, мне нужно всего лишь 3 Энчи в 2 звезды, чтобы собрать ее в 3 звезды. Вот, поэтому буду ее пытаться собирать в 3 звезды. Пойдет. Тинкера тоже можно будет собрать. Неплохой персонаж будет. Так, первая эгида пошла. Хорошо. Грима мне нужно тоже 100% собирать. ШД пока не могу собирать. ШД я потом соберу. На самом деле у меня нет места даже под Марса, чтобы его собирать. О чем говорить. И как же поступить? Ну, надо усиливаться. Надо усиливаться. Поехали. Так, все, отлично. Грим у меня в 3 звезды есть. Так, ну ладно, Фуриона продаем. Вот так вот сделаем, все. Я почему не продаю сейчас гоблинов-убийц? Потому что я хочу с них монеток получить много. Я его еще в 3 звезды соберу. И там мне, кстати, в комментариях писали, типа, за какие деньги я говорю. Я, кстати, предметы забыл перекинуть. За какие деньги я говорю насчет БХ. Смотрите, когда вы покупаете нового БХ, то есть, ну, есть возможность... Не так, неправильно. Заговорился, извиняюсь. Когда вы покупаете нового БХ, и при первом убийстве этого нового БХ вы, соответственно, получаете монетку. В одну звезду одну монетку, при каждом новом БХ, если что. Соответственно, от 2-звездочного БХ вы получите 3 монетки, а от 3-звездочного 5 монеток. Если что, этот эффект обновляется, когда вы покупаете нового героя. Именно на том покупном герое, который вы купили. Короче, думаю, вы поняли. Так, Грима я собрал в 3 звезды. Теперь нужно собирать Шиде и Марса с Энчой в 3 звезды. Я надеюсь, я максимально доступно объяснил, потому что я, что-то мне кажется, я такую хрень наговорил. Но если что, в комменты напишите, нормально ли я объяснил или ненормально. Или я чисто придираюсь сам к себе, потому что я любитель придраться к самому себе. Поэтому я надеюсь, что я максимально доступно все объяснил, все хорошо. Я просто параноюсь и все. Вот. Ну, в принципе, все. На самом деле у меня сейчас старт идеальный. Я даже придраться к нему не могу. Там, конечно, у чуваков пандапад, у чувака он уже антимаг там. Ну, нормальные там ребятки, нормальные. Вопросов не имею к ним. Так, дай Фуриончика, пожалуйста, по бырику, да. Дурак, ой, дурак. Ой, дурак. Короче, если что, я вот так вот ничего решил купить. Ну, ее в баню. Короче, почему я дурак? Потому что я только что не заабузил БХ еще одного в 2 звезды. То есть, как это должно было выглядеть? Я должен был только что апнуть еще одного БХ в 2 звезды, поменять его на того БХ, у которого нет монеток, и, соответственно, получить с него 3 монетки. А потом только апать его в 3 звезды. Кстати, у меня тут конкуренция рисуется. Я надеюсь, что я быстрее соберу эгиду. Хотя, из-за того, что у меня Жезл Кира, у него фора в 10 раундов. Потому что у меня сейчас шанс выпадения фигур как на 3 уровне. Из-за того, что я заактивировал Жезл Кира. Ну, а там на 25% на зеленую фигуру, поэтому такое. Короче, по поводу БХ, кратко. Каждый новый БХ дает вам возможность заабузить монетку. Но это делается, если он, соответственно, добил какого-то героя. Вот, все. Кратко и понятно. Ну, надеюсь. Так, сейчас Марса будем собирать еще. Приоритет ставим на Марса. Никакой там жриц, никакой там еще кого-то либо другого. Так, Фуриончик сюда. Все, то времени уже мало осталось. Клокверка продаем. Делаем приоритет на Марса. Сейчас с мобами бринкой разбираемся. Ну и, соответственно, ребята, предметы под песчаную гиду нужны. Это магический урон. Поэтому, если сейчас колечко 2-го тира упадет, я, в принципе, не откажусь. На самом деле... я понял. 2 типа собирают еще полуорков.
ребят, не мета, не новая мета. И вот знаете, в чем прикол? Мы втроем можем спокойно себе рассобрать песчаную гиду 3 звезды, потому что в пуле хватает героев на это. Я, кстати, я возьму плащ-пальто из-за того, что там тоже чел собирает себе песчаную гиду. Поверьте, плащ-пальто зарешает. 50% магического сопротивления это много. А если мне еще и получится сделать... сделать морских, то вообще забейте. Там будет миллион магического сопротивления, миллион поглощений, и я его тупо снесу. Ну, посмотрим. Так, ладно, вот так вот сделаю. Мне одного ШД не хватает, прикиньте. Ладно, я с роль... А еще дашь? А еще дай. О, вот это я понимаю подгон царский. Сюда. Я пока что не буду, если что, менять свой стол. Хотя на самом деле можно было бы поставить ШД, но из-за того, что у меня есть БХ, который может закинуть свой сюрикен довольно-таки сильно, ну как-то не хочется, если честно. Менять сейчас свой стол. Нормальный такой фир прилетел. Не туда, куда надо закастил мой челик. Не туда. Нормально, живем. Блин, хорошая тема этот винстрик. Кучу бабла имею. Чисто жирую. Так, мне остался один Марс. Ладно, не буду Клокверка собирать в 3 звезды. Еще ШД идет. Короче, песчаную гиду даже может 3 человека собрать в 3 звезды, если, соответственно, идет. Как ты это? Ну как ты это сделал? Ну как ты собрал себе 2 песчаные гиды уже в 2 звезды? Единственное, то, что меня радует, это то, что у него 44 хп. Просто, понимаете, он собирает песчаную гиду, и там еще один человек собирает песчаную гиду, и я собираю песчаную гиду. Ну, это скилл. Ну, сразу видно, это скиллуха. Вопросов тут не имеется. Тут, кстати, вот 4 морских. Посмотрите, сколько у меня урона сейчас от Тинкера. Вообще грамм. Еще и БХ не смог закастовать ничего. Падла. Ну. Хорош. Ой, какой лев просто. О. А чё? Ну, давай соберем тролля Хиксата, да? Блин, как же он мне хорошо идет. А можно мне Марс придет, пожалуйста? Так хочется. Спасибо. Наныл. Наныл. Кстати, поставлю сейчас себе стол вот такой. Я думаю, так будет намного посильнее. Может, и БХ заменю. Хотя не, БХ поставлю. БХ пусть будет. Мне просто кажется, что ШД будет намного жестче. Все-таки под грима накидывается скилл ШД, 3 цели начинают, там, ну, 4 цели начинают под чернилами быть. Ты меня так не пугай. И я уже в моменте перепугался и думал, что такое, ну, сейчас мне он снесет винстрик. На самом деле, мне могут спокойно снести винстрик. Ну, чё. В уровень идти надо, да? На 4-м уровне у меня будет 35% шанс выпадения. Ну, апать мне ничего больше не надо. То, в принципе, ничего больше не надо апать. Пу-пу-пу. Вот эти вот 2 антимага не могут мне снести кабину, если что. Он песчаную гиду в 3 звезды собрал. 19-й раунд. Окей. Смотрите, песчаная гида сейчас... Смотрите прикол. Бэм! Урон сразу видно. Адекватный. Адекватный урон. Я считаю, это баланс. Не, ну меня на самом деле бесит то, что он собрал себе так рано гиду в 3 звезды. Но я уверен, что когда выйдет этот вот ролик,
на песчаной гиде вы вряд ли поиграете. 100%. Потому что все будут пытаться обузить песчаную гиду по такой методике, как я вам только что, ну, показываю сейчас. Только что показал, хотел сказать. Еще катка не закончена, я уже показал. Там чел призму себе нашел. Но знаете, в чем плюс? Они играют через морских. А я знаю. Секрет. Играю через Гримтача. Бэм. Это ультра сломанная хрень. Серьезно, это ультра сломанная хрень. Не факт, конечно, что я довольно-таки быстро найду себе песчаную гиду, но надежда умирает последней, антимаг. Я, если что, скипнул полуорка убийцу. Он мне не нужен. Он мне не нужен. У меня есть на то причина, почему он мне не нужен. Но это пока что не нужно, потому что мне есть кого покупать. Да. У меня есть пока что кого покупать. Если бы у меня не было кого покупать, я бы, соответственно, покупал бы убийцу полуорка. Но мне сейчас его нет смысла куда-либо ставить. Для меня он бесполезен, не даст импакта никакого. У меня, кстати, еще медальон первого тира, я за него как-то забыл. У меня сейчас много магического сопротивления, поэтому, по сути, я песчаную гиду могу не бояться от врагов. Ну как ты-то собрал его в 3 звезды? О, как урон? Нормальный? Нормальный урон, да? Ну, вопросов не имеется. Урон шедевральный. Серьезно. Ты вот так вот просто меня снес? А. Вопросов не имею. Инчу, если что, обузим, получаем с нее монетку. Ладно. Черт с тобой, окей. Ставим немножко богов. Тинкера пока что оставлю, хотя на самом деле можно и же Тинкера, наверное, скипнуть. Ой. Ладно, знаете, в чем хорошо? То, что у меня хп много. Может, у меня получится все-таки хоть как-то. Найс коса. Найс баланс. Спасибо, разрабы. Спасибо. Спасибо. Если что, я напомню, у меня сейчас эгида всего лишь в 2 звезды. А урона такое ощущение, что он у меня в 3 звезды. Так это еще у меня предметов нету. Так, у меня есть еще. Я хочу еще песчаную гиду. Дай, пожалуйста. 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 Это жлоб. Инвестиция в лучшее будущее. Ничего купил, ничего продал, бабки получил. Кто вдруг не знает, как я его обузю, берете друидом, покупаете 2 инчи, получаете плюс 1 монетку. При этом тратите меньше. Кстати, может 4 бога поставить. Ой-ой, ребята, я такую хрень сделал. А ну напишите в комментарии, какую же я хрень сделал. А чё так Марси мне больно только что продамажила? А, у нее кунг-фу. Я-то думаю, что меня так больно продамажил. У меня просто было пол хп, потом бум, в моменте нет пол хп. Я, кстати, могу его вынести. Бэмс. Оп. Увернулся у меня Марс. Прикольно у меня увернулся Марс только что от камней. Угарная тема. Опа. А еще дай. Ну, пожалуйста. Это байт. Я ва-банк. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну дай. Или яйцо. Ну. 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 Ну, чертила ты неблагодарная. Ну, осталось у меня мало денег. Дай, пожалуйста. Уйди ты срать. Короче, за какую ошибку я только что-то говорил? Я сделал ошибку, довольно-таки, кстати, серьезную. Я
Тинкера убрал. А сейчас будет 25-й раунд с мобами, и не факт, что я смогу этот раунд с мобами вытащить хоть как-то. У меня еще гида так откисает. Боже, ну знаете, в чем еще прикол? То, что гида, на самом деле, она довольно-таки универсальная. Ты можешь поставить себе 6 воинов сверху, и не так сильно ты будешь получать этих же самых убийц. Но есть и второй момент. Есть темпларка, которая вообще тебя на одном месте крутила и вертела. Я, походу, сейчас от мобов отлечу, кстати. Ну что, ребят. О, темпларка. 8 уровень. Еще темпларка. Ну, короче, на самом деле это довольно-таки универсально. Ты можешь поставить себе 6 воинов в дальнейшем. Ну, там ты можешь, знаешь, ты можешь просто брать и докидывать то, чего тебе не хватает. То есть ты можешь чернокнижников поставить для того, чтобы тебя отхил был. Ты можешь поставить воинов, чтобы ты был намного плотнее. Ты можешь поставить морских, которые будут 60% тебе урона от способности резать от твоего противника. Короче, много вариантов можно придумать. Куда ты свой хил кастуешь, ты? Ой-ё, боже. Ну, добейте, пожалуйста. Фух. Я, если честно, что-то думал, что он сейчас не добьет. Кстати, наследие духа огня сюда. Плюс 600 хп. То, о чем я говорил. Ой, иди ты срать. Игра гов... Че, я думаю, стоит тролльнуть предметы. У меня как раз есть куча маны бесполезной. Ну и... Вот так вот можно сделать, в принципе. Потому что отхил на самом деле тут и нужен, но и не нужен. Спел призм. Сюда. Сейчас вам покажу прикольчик. Смотрите, что сейчас будет. Это у меня еще и гиды в 3 звезды нету. Это у меня еще и посоха 3-го тира нету. И просто чекайте дамаг. Здоровый дамаг здорового человека. На самом деле гиду довольно-таки просто контрить. Те же самые 4 морских нормально контрят. Это первыми. Ой, ёперный театр. Вот та песчаная гида, которая у чувака со спелпризмом, с магическим посохом, она у него очень заряжена. И он может сейчас сносить в легкую. Бэмс. Не попал только что. Не попал по гримтачу скиллу. Под гримтача скилл не попал. Успей закастить. Ох, хорошо. Ну, я уже не успею закастить. Ну, как бы у него со спелпризмом, с посохом 3-го тира, насколько энчадом, эгида дамажит, и у меня в 2 звезды. Без. Боже, тут... Боже, спасибо. Спасибо тебе. Спасибо большое. Боже, наныл. Наныл это усиление. Но знаете, в чем я еще только что вот прям кайфанул? Я кайфанул от того, что там еще есть аппарат. То есть мы можем еще и аппарата поставить. Нового аппарата, которого бафнули. Который разваливал до этого сильно, а теперь будет разваливать вдвойне сильнее. Я честно не помню, как там скилл аппарата работает. Будем разбираться в течение игры. Но я в любом случае вам покажу нового аппарата. Это 100% будет. Я вот прям хочу его показать. И под полуорками он идеально сочетается, потому что полуорки набегают, накидывает свой стан. Ну и, соответственно, триггерят аппарата. Кайф, кайф. Кстати, вот морские. Ну тут чел... Бэмс. Бэмс. Урон здорового человека. Тут меня, правда, в слипе держит миллион лет. Ну, насколько это кринжово только что выглядело. Меня только что морская волшебница держала в слипе и не отпускала. Меня били, но у меня эгида почему-то не просыпалась. Ей было плевать абсолютно от того, что меня бьют. То есть ты спишь себе, тебе пинают ногами, но ты не просыпаешься. Да, там был стан 2 секунды, окей. Но эти 2 секунды стана уже давным-давно должны были пройти. Вот ведь прикольчик. О. Чел негодует. Он спрашивает, какого черта 3 полуорка. Там шо, нет лимита на фигуры? Не, на самом деле, как я уже ранее сказал,
3 человека могут собрать эгиду в 3 звезды. Больше людей не могут собрать ее в 3 звезды. Почему? Потому что ограничения по фигурам. Вот. Не, ну вы можете, конечно, там извернуться, каким-то образом получить 4 эгиды, и у вас будет миллион яиц, с помощью которых вы сможете собрать ее в 3 звезды. Ой, ёп, Рики, нет, нет. Бэмс. Баланс, кстати, баланс. Чувствуется? Чувствуете баланс? Нормально, да? 14 тысяч урона. Бэмс. Ой, адекватная тема, кстати. Да. Сейчас, если что, иду в деньги, потому что мне нужно идти в уровень. И это, прикиньте, у меня еще посоха 3-го тира нет. А сейчас, когда у меня будет посох 3-го тира, вот потом тогда пообщаемся. Чел, конечно, тут себе омника собрал 2 звезды. Кстати, тоже омник отлично стакается под полуорками, потому что вы всей толпой набегаете, и омник вот в этой толпе потом кастует свой скилл. Кайф? Кайф. Ну, нормально. Но мне нужно будет идти в уровень 100%. Мне нужно будет поставить себе либо морских. Но я думаю, морских нужно будет поставить, потому что я останусь с полуорками драться. 100%. Кстати, можно найти сейчас палочку, вот это вот, хотел сказать палочку Гарри Поттера, а палочка Гарри Поттера у меня была под ШД. Потому что ШД тоже наносит магический урон из-за того, что у меня коса. Ну-ка, кто это у нас? Так, это полуорк, но... Ба! Боже, какую огромную толпу я только что снес. Ба! Не имба, не-не-не. Не. И, кстати, полуорки спокойно от дизраптора сайленсы выйдет, если, соответственно, там у противника драконий рог, потому что, как я напоминаю... Чел бомбанул. Написал, что он ненавидит все Аегисы в мире. Чуваку упало просто на темпларку. На самом деле, он такой лакер. Он собрал себе темпларку в 2 звезды на 8 уровне. На секундочку. Темпларка в 2 звезды на 8 уровне. Сильно? И еще как. Что-то я еще хотел вам сказать. Но если честно, если так посмотреть, то я, скорее всего, выиграю эту игру. Тут еще, кстати, есть двойные мобы. Можно будет на 35-м юзнуть, если хватит. Но тут, понимаете, тут есть у меня конкурент на 2-м месте, который довольно-таки грамотно собрался. Но у него сейчас предметы не очень хорошие. Ну и, соответственно, у него морские стоят вместо вот этих, вместо гримтача. Потому что, ну, наверное, не знаю, то, что на гримтаче работает коса. Ну, урон нормальный, да? 5000 ШД и 6000 только что эгида нанесли. Так, я не хочу спешить сейчас с реликвией. Может, меня люто будут сносить. Боже, спасибо. Просто огромнейшее спасибо. Огромнейшее тебе спасибо. Просто огромнейшее тебе спасибо, дорогой. Как же мне сейчас фартануло. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, мне тупо надо теперь только уровень. Мне нужен уровень, чтобы поставить 4 полуорка. И, кстати, почему я вот говорю за Марса? Марс необходим. Вам все, по сути, герои ближнего боя необходимы, потому что... там тоже тип жесткий. Еще и морских ставят. Не, на 2-м месте, короче, хрень какую-то творит. Вместо того, чтобы керить эгиду, он почему-то берет все такие предметы. Но, как говорится, хозяин-барин, пусть сам как бы решает, что он там делает себе. Короче. У меня сейчас идеальные предметы. Все, по сути, предметы у меня идеальные. Против вот этих вот полуорков, даже против того типа, который сейчас имеет идеальные все предметы в виде посоха 3-го тира, магической призмы, шара бездны, у меня сейчас идеальные предметы против него. То есть неплохие, очень даже неплохие предметы. Тут мне, к сожалению, вынес из-за того, что Рики Сайленс накинул неприятный. Надо будет сейчас расстановку поменять. И, кстати, блин, я не знаю, что брать из реликвий. Сейчас посмотрим, если меня жестко будет выносить, то я, наверное, аптечку возьму, чтобы тупо в уровень пойти быстренько. Так вот,
Чел на втором месте, вместо того, чтобы играть на гиды, он, я так понимаю, хочет поиграть через через темпларку, поэтому он взял себе кирасу. Ну, иного объяснения у меня просто нету, почему он так захотел сделать. И второй момент. Найду БКБ, будет вообще имба. Потому что тоже хпшку дает много. На самом деле у меня сейчас все хорошо. А, я же говорил по поводу магического сопротивления. У меня сейчас очень много магического сопротивления, примерно 60%. И, ух ты, кстати, вот щит 5 тира тоже имба лютая. Щит 5 тира против эгиды работает на ура. Вернул косу с таким 100 дамага, готовь лицо. Ба! Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Так, ребята. Обузим сейчас эту тему по максимуму. Это просто лютый фан. Так вот, у меня сейчас много магического сопротивления. Я могу в дальнейшем поставить себе еще и морских сверху и все, и забейте. Я, если что, кстати, решил зарандомить и вот кабанчиков религию себе нашел. Пусть будет. Буду ставить себе, скорее всего, морских в дальнейшем. Чтобы просто вот заэвейдить тот урон, который мне сейчас прилетает. Но мне на самом деле не нравится то, что там у чувачка есть Doom. Doom будет душить. Будет очень сильно душить этот Doom. Поэтому если получится, то я надеюсь, что мне мифриловый доспех упадет. Либо омник, хотя не омник, ничего не скинет. Короче, мне нужен сейчас мифриловый доспех, либо щит 5 тира. Одно из двух. Бум. Боже, как же много урона. Все, пока, челик. Это, кстати, тот чел, который первый из всех собрал гиду себе. На секундочку. Я не знаю, я сейчас буду смотреть, что искать. Но я сейчас с ним, наверное, останусь. 1 на 1. Да, я с ним остался. Ну, как в воду глядел. Не знаю, я, наверное, попробую сейчас предмет 5 тира найти. Ага, понял. Берем хекс. Хекс я беру, я думаю, всем по понятным причинам. Это сейчас у меня 2 контроля будет лететь в 2 персонажей. Из-за магической призмы. То есть по 2 персонажам прилетает, во-первых, хекс. Во-вторых, это плюс 60% магического урона. То есть контроль плюс урон. Имба, имба под магическую призму. Берем. 68%, кстати. Магического сопротивления с медальончиком и с плащом. А у нее 58. Ну, там у нее где-то будет 75, короче. Потому что шар бездны, когда активируется, он еще 50% накидывает сверху. В радиусе 3 клеток. Блин, очень, очень криво сейчас полетели эти. Ой-ой. А вот у меня Doom не криво полетел. Вот то, о чем я говорил, что Doom триггерит люто. Тупо чел пережил. Короче, только что чернила Гримтача очень криво полетели, и из-за этого мне так плохо сейчас. Не, я не успею кастануть. Коса, точнее не коса, а хекс так долго не длится. Если бы еще раз закасил, я бы раунд выиграл, прикиньте. Чуточку обидно. Но сейчас я очень сильно надеюсь, что мне упадет мифриловый доспех и БКБ. 2 предмета, и все, мы в ажуре. Еще мне нужен убийца полуорк. Потому что 4 полуорка будет намного жестче. Все-таки каждый раз, когда цель умирает, ваши фигуры ближнего боя все будут набегать. И только это касается, если что, всех фигур ближнего боя. Ну и, соответственно, исключение это полуорки дальнего боя. То есть, вот те полуорки дальнего боя, которые у вас изначально, они тоже будут набегать вместе с фигурами ближнего боя. Прикольная тема, на самом деле, полуорков. Ее еще что-то вот бафнули в предыдущем патче, то, что теперь в радиусе одной клетки стан 2 секунды. Это вообще имба. А сейчас, короче, если получится, ну, хотя вряд ли он доживет. Хотя, может, и доживет, потому что он пока что меня выносит. Пожалуйста, мифриловый доспех, молю. Молю, молю, молю. Мифриловый доспех, по-братски. Не жлобись, пожалуйста. Мифриловый доспех. Надо. Надо, Федя, надо. Давай мифриловый доспех.
Я, кстати, Башера возьму. Арчит классная тема и Башер классная тема. Я взял Башер, потому что я сейчас хочу его Дума душить. Дай, пожалуйста, мне убийцу полуорка, пожалуйста. Может, Омник упадет 2 штуки сейчас. Пожалуйста. Ой, закон подлости в собственном соку. Когда надо, хрен упадет. Вот серьезно. Закон подлость в собственном, мать его, соку. Я думаю, все-таки предмет 3-го тира поищу. Пожалуйста, мифриловый доспех. И, короче, не успевал, если что. Я сейчас был люто удивлен, поэтому я немножко не успевал. Но у меня есть Башер, поэтому я иду... Кстати, по-моему, ГГ ему. Не ГГ. Не ГГ, к сожалению. Не хватит. Хватит? Прикиньте. Башер имба. Как я и сказал, не зря я взял Башер, потому что Башер это имба. Ну все, теперь я могу не опасаться Дума. Ему торбо. Все, он тормозок с продуктами. Дай мне, пожалуйста, убийцу полуорка, ну. О, Леш. Ну, и Леша пойдет. Вот Леша даже лучше пойдет. Еще и вот так вот через яйцо его вафну, чисто по прикольчику. Все, вот теперь контент вообще вдвойне пойдет. Можно, кстати, 6-го бога поставить. А, как я поставлю? Что, бога-то я никак не поставлю. Его нет. Вот так вот сделаю. По-красивому. Погнали. Итак. Барабанная дробь. Давай, стан. Бэм. Я напомню, у него шар бездны и 4 морских. Бэм. В могилу. Бэм. Ух ты, он меня вынес, кстати. Он не вынес, а убил мою гиду. Все. Пока. Хе-хе. Я напомню, у него, если что, 4 морских. Помогло? Нет. Думаю, если бы он поставил Омника, это ему бы 100% помогло, но... Чего нет, того нет, как говорится. Предметы у него, конечно, шикарные. Но я, на самом деле, сейчас бога рандома хочу расцеловать. Если бы он мне еще и гиду пораньше в 3 звезды привез, то это было бы вообще имба. Но, к сожалению, гиду пораньше он мне не привез, зато он мне привез лучше. Он мне привез предметы. С первого раза все нужные предметы, по сути, мне упали. Все. Кайф? Еще какой кайф. Но я на самом деле удивлен, то, что мне так предметы шли. Типа, ну вдумайтесь. Посох, магическая призма, мифриловый доспех и башер, который я на самом деле не пожалел то, что я башер взял. Во-первых, башер, если что, летит по 2 целям из-за того, что магическая призма, а во-вторых, хекс у меня еще есть сверху, тоже имбовый предмет по 2 целям. Ну, короче, ребят, обузим эту тему сейчас. Если что, то контрить это довольно-таки легко. Ставите морских, ставите шарбезные, просто сильные керри. Та же самая Мартретка спокойно это контрит. Щит 5-го тира отлично это контрит. Омник вообще любит это контрить, потому что будет давать тебе нереально много всего. Та же самая Марси с хорошими предметами разорвет тут все и вся. Дум вообще, как мы видим, отлично работает. Кстати, еще такое вот изменение я забыл сказать. То, что гида по себе должна наносить еще 10% урона от каждого каста косы. На секундочку. Ну, это типа кентавра сделали скилл из доты. Так что вот. Вот такая вот каточка. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свои лайки, подписаться, кто не подписан, а также подписываемся на мой телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!